еще один вид однослойной фаты. Это полукруг. Длина нашей фаты на ширину фаты. Минимальная ширина фаты 150 сантиметров. Вот несколько примеров подобной фаты на основе полукруга с минимальной шириной. На втором фото, возможно, даже меньше, чем 1,5 метра. Очень уж как-то, я скажу, возможно, по-одесски, очень жиденько, вот, ну, очень мало на сборке. Выглядит даже не как 1,5 метра, а как еще меньшее расстояние. Но вообще 1,5 метра для фаты на основе полукруга — это наиболее часто используемая минимальная ширина. А вот теперь пример на подиуме. Здесь у нас присобрали 3 метра, 3-метровая ширина, и длина фаты тоже 3 метра. Например, можно сделать, если вам, например, нужно сделать 2,5, можно взять ширину тоже 2,5. То есть до 3 метров здесь доводить совершенно не обязательно. Если длина 2,20, я бы, например, оставила ширину 2,5, не 2,20. Иной мастер сделал бы 2,20, а возможно бы и 2. Здесь уже тут такой очень индивидуальный вопрос, кому как работать. Мне кажется, это маловато. Перед нами стоит задача сделать фату на основе полукруга, то есть у нас не прямая линия, а изогнутая, вот такая. И нам тоже нужно, кроме, например, кружевного края, или у нас кружевного края может не быть, нам нужно как бы в шахматном порядке разместить. Мы здесь не вот так делаем, не так. Мы здесь делаем чуть-чуть иначе. У нас есть центр нашей фаты, и мы как бы зрительно, можно даже расчертить на первых порах, чтобы было максимально правильно. Значит, размещаем вот так, вот так, вот так наши аппликации по вот этим вот лучам. И, допустим, если нам нужен шахматный порядок, если здесь получается густо, значит на одну меньше, чуть пореже. В зависимости от того, какая стоит перед вами задача, вы уже решаете, какие шаги вам предпринимать.